Ребятушки, бонжур, как говорится. Сегодня посмотрим с вами французский скоростной поезд. Минуточку. Это скоростной поезд? Поезд первый сорт. Виражи проходят на раз. Хотя бы прямой он мог бы двигаться и побыстрее. Мама мия. Да, ребятушки, но есть нюанс. Мы находимся в Лозанне, это Швейцария. Что мы здесь делаем? Вот что. Сколько стоит самая дешевая сумка Versace? Rolex, настоящий. По рации запрашивают человека, сейчас выйдет, встретит. Ссылочка внизу, рекомендуем посмотреть. Так вот, наша задача сегодня... Такие, блин, все вежливые, вот так... Merci. Такие все вежливые, тут постоят ведь, подождут, неважно сколько лет, хоть из Мерседеса вышел. Ладно, отдельная история. Я же говорю. Короче, наша задача сегодня, во-первых, доехать на метро, на необычном метро, до вокзала Лозанны, оттуда на электричке до вокзала Женевы, и оттуда идет французский скоростной поезд ТЖВ до Парижа. Готовы? Обзор. Поехали. Вокзал Лозанны. Нам сюда. О! Ну и запах. Слушай, что-то тут бомж всю ночь лежал. 3 лифта. Я тебе говорю, очень пахнет. Смотри, какой лифт. Знаете, почему такой? Потому что для велосипедов, для колясок. Да, попахивает. Ага, здрасте вам. Магазинчики на вокзале. Ух, как все вкусненько, ты посмотри. Рукой нам машет. Бонжур. 8,90. Beautiful. 2 билета. Можно купить 2,5 билета для собаки. Для собаки нужно полбилета. 4,60 за одну остановку проехать. Одну. Наш поезд, наш поезд. Печатай, пожалуйста, быстрее. Нет, не нужен чек. Печатай, раз. Такая подсветочка ламповая. Ай, молодцы. Красиво держи. Нифига у них там малинка. Вкусненько. Свежие фермерские рынки открылись. Сегодня суббота, работают фермерские рынки очень много. И вот люди покупают фрукты, овощи. Смотри на чемодан, смотри. Выходим. Видите уклон поезда? То есть на нем даже стоять ровно невозможно. Горизонт не завален. Это вот поезд, вот видите, вот по потолку выровняли. Он прям вниз до озера вот так вот в таком режиме полпути вот так вот идет. Вот, смотрите. Главное, чемодан не оставил, нифига он разгоняется. Тут же расписание поездов. Вокзал Лозанны. Красивый. Это почта Швейцарии проехала. У них вот такие вот машинки. Вот это штаны, посмотри. Красные штаны дедушка себе купил. Вот молодец. Женева, 12:23. О, скоро уже. На самом деле мы уже по этому маршруту катались в выпуске «Цены из Швейцарии». Увидимся. Тем не менее, для тех, кто смотрит только этот выпуск, покажем все прям по подробностям. Итак, следующий этап – это покупка билета на электричку. Welcome на 4 языках – немецкий, французский, итальянский, видимо, английский. Билеты ого-го дорогие. Второй класс стоит 23,80, а первый стоит 40 швейцарских франков. Ехать 40 минут. В долларах это $103. Электричечка, 40 минут прокатиться. Спасибо за покупку. Смотри, какое вкусненькое. Пироги тут даже продают. Батоны, салаты какие классные. Эклерчики, пирожные. 5,20 вот такое стоит. Суп даже вот есть. Это где такое клевое? Нифига. Может, лучше туда поедем? Ага, это второй класс, а у нас первый. А где первый? Excuse me, first class? First class will be at the end, sir. Thank you. Because Итак, вот и электричка. Двухэтажная. Есть одноэтажная, есть двухэтажная. Ух, нифига, тут народу. Открывается портал в мир роскоши и комфорта. Никого в первом классе. Ну, почти никого. Там просто людей как-то напрягает съемками, а тут никого. Различий немного между первым и вторым классом. Кресла там тоже удобные, они чуть уже, вот прям чуть-чуть.
Также тут есть розетки, там розеток нет. Оставляем вещи вот здесь, надеемся, что никто не стыбзит. Вот такое вот место в первом классе. Есть столик под типа стаканчик. Вагон кайфовый, конечно. Но есть тут кое-что интересное. Подожди, а где диван? Просто вот, ну посмотри, это же гениально. Туалет тут есть, смотри. Чистейший просто, швейцарский чистейший оливковый туалет. Место для великов, официально. А что это такое? You can also check, это для лыж, прикинь, это лыжи возить. Эта штука вот опускается, и вот так по диагонали лыжи ставятся. 27 июля на дворе. Открываю горнолыжный сезон. Вот такое место. Столик, прям цвета, как все хорошо сделано, блин, как все сделано классно. Вентиляция, фонарик, желтый прекрасный свет и очень тихо, прям шепотом можно говорить. Мы сейчас едем 60 км в час, шепотом говорим. А коровы, смотри, какие классные, прям Швейцария. Ну. Приехали, выходим. У нас 1:25 еще до поезда. Пойдем вокзал покажем. Сколько людей в субботу. Бэтмен. Ага, это не центральный вход, да? На вокзал. Так, тут прикольно. Все сидят, отдыхают. А центральный вход там. И табло тут тоже нет. Посмотреть. А, так вот же он. 14:30. Это наш. Шестой. Уже указан. Час. Еще. 1:20, да. Пойдем перекусим. 55 секунд и продолжим. Так, осторожно. Что такое, горячий? Горячая. Новинка. Это новый Honor Magic Book Pro 16, модель 25 года для рабочих задач. Итак, что внутри? Оптимально мощная начинка, процессор Intel Core Ultra 9 и графика NVIDIA RTX 5060 с поддержкой ускоренного AI-рендеринга и ультрареалистичной трассировкой лучей. Игорек, поиграть успел? А то. Также 3К экран, частота 165 Гц, профессиональная калибровка и диагональ 16 дюймов для рабочих задач. Во! О, еще аккумулятор. Новый Honor Magic Book Pro 16 2025 года. Больше информации по ссылке в описании. Продолжаем. Ребятушки, суббота в Швейцарии. Тишина, лепота, красота. А что-то на красный ходит? Ты же говорил, штрафы лепят. Ну, это эти садоводы. Зеленый, пойдем. Люди катаются на великах, сидят в кафе, отдыхают, гуляют. Это прицепы к великам детские. То есть там или ребенок ездит, иногда еще собак сажает. Но это вот официально, то есть они не валяются, они вот на замочек, аккуратненько, он прям лежит, пристегнуто, видите, по фэншую, прям так и должно лежать. То есть такие есть сущности, которые там, наши люди типа, что, какой прицеп? Фига ты дерзкий тип, смотри. Вообще не боится. Блин, вот это чистота воды в реке. Ого, лебедь там, смотри, отдыхает, вон. Посмотри, какая чистая вода. Вот с телефона покажу. Вот утки плавают, их даже лапы видно. Опа! Вот это указатель на $1 000 000. Альпы налево. Посмотри, какая разметочка, как покрашена. Так и вот так. Ну, наверное, есть какой-то смысл в этом. Более антискользящее такое. Посмотри, ни одной протертости нет, нигде. Вот такая высота, 2 миллиметра, наверное. Ни одной нигде не затертость, не протертость. Все прям вот четко, миллиметр к миллиметру, линеечкой выверено. Итак, ребятушки, мы снова на вокзале Женевы. О системе покупки билетов. Речь идет о поезде Женева-Париж. Ну, можно уехать в разных направлениях, но касательно вот конкретно поезда во Францию,
Заходим на сайт SNCF, это французские железные дороги. Покупка билетов, все просто, быстро, понятно. Можно выбрать место, оплачиваем картой и покупаем вперед. На каждом билете указано имя и фамилия, но нужно ли распечатывать билет, ну сейчас посмотрим. Также проход с улицы до поезда. Это интересно, то есть мы привыкли к вот такому. Но в Европе прям сильно проще. Сейчас покажем. Зашли на вокзал. Ни досмотров, ничего, никакой, ни охраны. Просто заходим на вокзал. Табло. Наш поезд в 2:30. Вот он. ТЖВ. Путь номер 6. Так, нужно, наверное, покушать купить. Там стопудово будет ресторан. Давай по какую-нибудь булку возьмем на всякий случай. Вот это хорошее заведение. Вот тут уже приятно. Круассан 3,40. Бум-бум-бум. Нормально. Батон вот за 9 франков. Пустой круассан 2,60. Что дорого? Дорого. И швейцарский шоколад. Какой запах. Bonjour. Do you have small boxes for these? Oh, all right. One. Какая вкуснятина. Oh, be good. I'm sure that that's very tasty. Merci beaucoup. Merci. Магазин на вокзале. Больше похоже на какой-то бутик Ролекса. Посмотри, вон. Это на вокзале магазин шоколада. Ну, конечно, такой подарочный вариантик. 16 франков. Это стоило дороговато. Конечно, дороговато. Но, блин, швейцарский шоколад. Вот обычный магазинчик, смотри. И тут вон шоколад продается тоже швейцарский. И тут вот линд с орехами 5,75. Смотри. Вот он не хуже, я уверен, по качеству. Вот это стоит 16 такое. И вот такое вот стоит 5,75. Шестой путь, вперед! Тут даже, блин, прачечная есть на вокзале. Смотри, сколько одежды там. Тут, слушай, какой-то спецкоридор. Может, еще и паспорта проверяют? Ага, please have your identification paper, customs and police inspection. Ё-моё. Лифт во Францию, ребятки. Лифт во Францию. Нет, прямо там можно пройти. Нет, как-то все обошлось. Пугали досмотром, пугали паспортным контролем. Смотри, балкон у кого-то. Вот же ша. Ни одного сотрудника, ни одного персонала мы не встретили. Просто вот пришли. Это наш поезд ТЖВ. Лирия. Красавец. Двухэтажный. А в 11-й вагон где? 18-й. Неплохо. Бежать уже придется немного. Ребятки, несколько интересных, безусловно, интересных фактов о французских железных дорогах, о поезде ТЖВ. Потому что ТЖВ расшифровывается как Train à grande vitesse, то есть поезд на высоких скоростях. Но изначально была другая аббревиатура. Турбин Гранд Витес, потому что планировали, что это будет турбопоезд. Поезд с газотурбинным двигателем. Но пока его проектировали, пока тестировали, очень сильно выросли цены на топливо. Также во время тестов выяснилось, что ТЖВ 001, это вот номер первого состава, тратит весь свой бак 8000 литров. По текущему курсу стоимость бака вот столько составляет. За 1100 километров. То есть 1100 прошел, все, бак пустой, нужно его заправлять, не очень удобно. Поэтому сделали классический сейчас, электрический поезд. 5 минут до отправления, мы все еще на перроне. Первая линия была открыта в 1981 году между Парижем и Лионом. Интересно, что у ТЖВ есть даже спецверсия, это почтовый поезд. Нам бы такой, да? Пантограф поднимается. И вот тут кое-что интересное про техническую составляющую этого поезда, потому что у этого поезда сдвоенные тележки. То есть мы обычно привыкли видеть, да, вагон, ну кто там обращает внимание, тележка раз, тележка два. Но здесь тележка собственная только у первого вагона и у головного. А у второго вагона и третьего сдвоенная тележка. В каждой тележке находится электродвигатель, мощность 1100 киловатт, это около 1500 лошадиных сил. Общая мощность поезда 12200 киловатт, это около 16000 лошадиных сил. Но что касается сдвоенной тележки, это сделанное из соображений безопасности. Даже если поезд сойдет с рельс, считается, что он не перевернется. Бывали такие случаи, но ни разу поезд не переворачивался благодаря вот такой вот сдвоенной тележке. Также тут очень крутая, вот она,
пневмоподвеска, которую разрабатывали 11 лет. Благодаря этому даже на высоких скоростях поезд идет с минимумом вибраций и шумом. Скорость до 350 км в час благодаря специальным железнодорожным линиям без малых радиусов кривых. Даже туннели, через которые проходит этот поезд, спроектированы особым методом, чтобы минимизировать эффекты аэродинамического давления. О перспективах. Перспектива определенно есть, потому что мы сказали про скорость 350 км в час, но 3 апреля 2007 года ТЖВ разогнали до 574,8 км в час. А вот это вот, ребячки, на картиночке, да, будьте добры. Новый дизайн поездов ТЖВ. Говорят, что уже тестируют и скоро запустят в серийной версии. Итак, расстояние 540 километров, время в пути 3 часа 16 минут. Заходим. Это первый этаж, это первый класс, место для багажа. Ну, поезд такой, видно, что не самый новый. Смотри, вообще никто ничего не проверил. Мы зашли в поезд, вот просто от момента мы сидели в центре Женевы в кафехе, ели бутерброд, до момента мы в вагоне первого класса до Парижа, ни одного нигде вопроса. Место 61, вагон 11. Блин, мы как на космическом корабле. Это поезд фиг знает какого года. 2000 какой-то там древний вообще год. Туалет. Тут что-то, наверное, надо починить. Готово. У нас места 61, 60. Некоторые люди уже отдыхают. Сейчас поедем, будет пошумнее. Расскажем, что за 55 секунд. И продолжим. Почти 2,5 миллиона баллов в Antutu, 120 FPS и графеновая система охлаждения. Но это про новый Realme GT7. А если вам хочется что-нибудь вот такое? А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Ребятушки, найдено Realme GT7 в версии Dream Edition. Готовы? Смотрим. Чехол, провод, быстрая зарядка. Угу. Дизайн в стиле гоночных болидов Aston Martin, аэродинамические линии на задней панели и стилизованный интерфейс меню. Также новейший процессор MediaTek и 16 гигов оперативки, мощная комбо аккумулятора и быстрой зарядки, поддержка eSIM, ну и самое приятное – официально в России. Информация о стоимости по ссылке в описании. Рекомендуем. Продолжаем. Ребятки, что-то даже как-то неловко там делать обзор места, потому что тотальная тишина в вагоне. Ни разу такого не видел. В поезде так тихо. И смотри, мы отъехали 5 минут. И что у нас по скорости? Во, пошел. Ну, 85. 85. Хотя что-то по ощущениям прям быстрее, да? Под соточку, наверное, идем. Потолок даже тканевый. Поезд древний, а это прям не новый поезд. Мы вот ждем, когда будут поезда в новом дизайне, возможно, будет новый состав. Короче, место удобное. Прям старенькое кресло, но удобное. Широкое, подлокотники поднимаются. Есть маленькая индивидуальная мусорка, есть розеточка, конечно же. Есть сеточка, какую-то вещь убрать, столик выдвигается. Вот только что пришел человек, проверил билет. То есть, если бы мы ехали без билета, а это легко, и что бы он с нами делал? То есть, у нас билета нет, допустим, или мы дату перепутали, вот прикинь, да? А место было пустое, и мы сели. И он такой: чуваки, и что делать? Интересно. Конечно, пейзажи, будь здоров. Ехать по Европе, смотреть в окно. Туалет есть. Я реально думал, что это лифт. Я бы не удивился, если бы тут был лифт. Открыть. Блин, вот это technology. Очень чисто, очень все аккуратно. Туалетов 2, наверху один и внизу один. Так, это первый этаж, поезд двухэтажный, и там второй этаж. Мы едем на втором. Это тоже первый класс. Ну, конечно, с поездом Ультрой не сравнится. О, идеально, вот смотрите.
Закрываем. В принципе, вот так до Парижа можно и ходить. Типа тут что-то поискал, типа там что-то походил. Причем женщина уже тут 3 раза была. Смотри, как четко, офигеть. 85. What are you looking for? Luggage All right. to in the to sit Окей. I don't know where. All right. Идеальная отговорка. И так вот до Парижа и ходишь. Ну что там, 3 часа. Тут постоял полчасика, там с телефончиком потупил. В туалете 20 минут посидел. И в Париж приехал в 1 классе. Почему нет? Но не осуждаем, мы вообще не знаем. Может, правда, у человека проблемы. Сейчас посидим еще немножко и продолжим. Уже Франция. Bienvenue en France. Мы уже что-то покачивает местами, как бы за борт не вывалиться туда. Наш вариант. Ты, лампочки какие. Устала. Она еще закрыта таким плафончиком, прям так светит. А через 1-й этаж можно пройти? Блин, ты что ж так чего шатает-то? Как-то вообще вот в китайском поезде такого не было. Вообще не было. А этот прям ходуном вот так переваливается сбоку на бок. Это с похмелья как будто идет. Плюс еще, да, вот эта горная вся. Ух, ё-моё. Ну, понятно, да. За такой вид можно и некоторые покачивания простить. Пойдем в ресторан. А знаешь, что мы сейчас сделаем? Привешка, зайдем в наш телеграм-канал, где стартовал новый конкурс. Ну, а если вы вдруг смотрите этот обзор чуть позже, и конкурс уже закончился, скоро стартует новый, полно крутых новостей, пожалуйста, камеру вырубай, Так посмотрел, мы не похожи на пассажиров 1 класса поезда. Тут такие в основном месье, мадам и месье едут. Согласись. Опа, вот это было красиво. Алло, бонжур. Пойдем, там никого нет. Пойдем в ресторан. Блин, как его... Слушай, это какой-то, не знаю, какой-то корабль Ее Величества. Сейчас я... Не, кроме шуток. Тут нужны... Шатает очень сильно, прям очень сильно. Я что-то не припомню, что вообще поезд так шатало хоть раз. Пойдем в ресторан, вот ресторан. Ух, дрить батон, тут такой лист А1 или какой, как он называется? Сколько стоит? Гурме, крок месье, 9,90 евро. Салат с киноа, тра-та-та, что-то тут дофига всего, 12,50 и в евро, и во франках. Любопытно, пицца Маргарита 9,90. Петит пауза. Блин, реально укачивать в этом поезде стало. Да. Слушай, голоса у нас, я чуть не обратил внимания. Это прям этот, из мультика. Тролли смотрел? Знаешь, как это делается? Чего-то не хватает. Ладно, ну это же мультик, что вы сразу? Стильно. За окном стильно, блестки стильно, поручни стильно. Ох, ё-моё! Вот тут, конечно, я вам покажу, смотри. О, эконом. Народу. Блин, закладывает уши и укачивает. Меня реально укачало уже, чувак. Я сейчас пойду. Чувак, гироскоп на камере сходит с ума просто. Туда-сюда, туда-сюда. Слушай, я пойду сяду с чаем. Меня реально укачало. Ни один поезд ни разу не ехал так странно. Bonjour. Is it always like this? Oh. Do you have tea? Tea? Yeah. Black tea or green tea? Two green, please. Ребятки, во французском поезде и не взять таблерон, это было бы неправильно. Тем временем в стране таблерония. Бля, уши закладывает, укачивает.
Ой, ё-моё. Жестко, да? Жестко по ушам бьет. Зато, смотрите, мусорки клевые. Идеально. Забыл сказать. Киношка есть. Ну, как, собственно, в местной сети есть киношка. Можно заказать еду. Прям сюда принесут. Все. Ребятушки, ситуация. Хотели измерить скорость, но стрелка легла. Больше не показывает. Больше не дает. В 240 уперлась, а он набирает, прям чувствуется, быстро едет. Ну, 350 у него расчетная. 200, может 60, 70. Кочегарит хорошо. Едем дальше. Ребятушки, рекламная пауза. В хорошем смысле. Вот в Европе тоже есть кадры, что называется. Вот туалет. Туалетом многие умеют пользоваться. Вот смотри, что это в раковине такое? Шары какие-то, ягоды, я не знаю, что это. Вот я сейчас зайду и буду выходить, а кто-нибудь стоит уже в очереди. И после меня зайдет и подумает на меня, что это я, дурачок, вот это... А я это не делал, я не знаю, что я не хочу это трогать, убирать. А хотел я зайти в этот туалет, а не в тот, потому что... Смотрите, тут вот есть рычажок, вот он. Пинь, закрывается. Ну вот там, на первом этаже, как бы тоже первый класс, но вот как бы люди разные, вот. Это он, наверное, ягоды высыпал. Заходи, нормально все будет, не переживай. Заходи, все свои. Кнопка вот тут вот. Двери закрываются. А и дальше-то что? Она заблокирована или нет? Нету ничего, что как бы вот закрыть. Вот есть какая-то вот эта вот, но это, видимо, какое-то ручное открывание. Давай я выйду и попробую. Ну да, ну это да, я тебе хотел это предложить. То есть я не понимаю сейчас, закрыта дверь или нет. Я тут сяду на горшок, и, простите за подробности, и вот бабушка зайдет ко мне. Милок, привет. Я тут сижу, да. Ягоды по своей принесет высыпать сюда. Давай, иди попробуй. Ну, наверняка... Проводник идет и видит... Значит, смотри, закрываю. Погоди. Так, и что теперь? Нажми кнопку. Понажимай. А, не нажимается, да? Не нажимается, да? А, не работает. Но, видимо, когда закрываешь отсюда, та кнопка дезактивируется. Ребятки. Увидимся. Ребятки, приехали. Это точно Париж. Что-то... Ехать было 3 часа 16 минут, и через 3 часа 9 минут после начала пути я нашел, как сделать удобно сидеть. Нажимаешь, и кресло вот так вот. Смотри, насколько, блин, удобнее. Вот, что я тебе говорю, прям сильно удобнее. Механизм такой, старый, видавший виды, но работает. Выходим, что-то уже все вышли. Need help? Помогай. Розовый чемодан. No problem. Окей. Lots of stuff, right? Уже уборка пошла, сейчас обратно поедет. Платформа, сколько бычков, нифига себе, грязновато, идеально ровно, никаких ступенек. Смотри, все уже ушли, мы тут одни. Что-то тут надо паутинку-то убрать. А это что у них за аппарат? Воду заливают. Ну, ребятки, давайте о хорошем. Классический европейский такой скоростной поезд.
Комфортно, быстро, удобно. Если по составу особо не ходить, чтобы не укачивало, то прям вообще норм. Потому что что-то вот момент с укачиванием я вообще не понял, почему так. Вот натурально, как кто на лодке ходил на яхте, знаете, вот без стабилизатора, вот подпирать, вот такое было. Не очень приятное ощущение, но потом нормально, сели и нормально. Около 300 км в час ехал, 3 часа 16 минут, 540 километров. Теперь стоимость 119 евро эконом. Эконом, честно говоря, такое прям плотненько, кучненько было. И 169 евро бизнес-класс. Вагон-ресторан. Наше почтение, прям хорошо. Мы еду не брали, потому что укачивало, но по виду все очень даже вкусненько. С удовольствием почитаем ваш комментарий, пожалуйста, будьте вежливы и подписывайтесь на наш телеграм-канал. Ссылочка внизу. Увидимся, пока. Привешки, так, погоди-ка, рискнем, давай, заходи скорей. Смотри, как тут клево. А этот круче. Смотри, какое все новенькое, красивое. Я надеюсь, он не уедет с нами сейчас. Это эконом или первый класс, или бизнес? Это эконом. А еще бизнес, наверное, еще круче. И туалеты. Ничего себе. А мы на старом ехали, а это новый. Вот это другой разговор. Ты посмотри, какие диванища просто. Даже зеркало есть. Очень по-французски. Посмотри-ка сюда. Опускается. USB, розетка вот такая. Это так опускается. Блин, нифига тут хоромы. И оно прям сильно опускается. Ну, те были такие более домашние. Бабушкины кресла, мягонькие. Тут, конечно, технологично, красиво, да. Мотор заработал. Ребятушки, ждем ваши комментарии. Увидимся. Пока.